Друзья, всем привет! Меня зовут Виктория. Добро пожаловать ко мне на канал. И сегодня у нас будет обзор нескольких ароматов. Вообще я пошла попробовать новинку этого года, 22-го, но нашла еще несколько интересных ароматов, которыми хочу с вами поделиться. И начнем с новиночки. Это Yves Saint Laurent Black Opium или Seed Green. В верхних нотах лист инжира, зеленый мандарин, груша, в средних инжир, цветок апельсина, жасмин, и в базовых нотах бурбонская ваниль, кофе, пачули. Базовые ноты не удивляют нас удивляет верхние ноты, и нас удивляют средние ноты, а именно лист инжира и инжир. И сразу же расскажу вам свои ожидания и реальность от этого аромата. Ожидания у меня были такие. Вот здесь вот у меня есть диптик филосикос. Вот там есть инжир и лист инжира. И я себе, конечно, представляла примерно вот что-то вот такое, да, и плюс к этому еще фирменная Ив Сен-Лорановская база — это бурбонская ваниль и кофе. И я такая думала, боже мой, ну это же такое сочетание, вот если это соединить, там зеленые ноты, потом вот это сладко-гурманское ванильное кофе, ванильный кофе, я думаю, ну надо же, это же просто будет фантастика. Но, друзья мои, реальность оказалась совершенно другой. Старт аромата — это просто один в один классический Black Opium. И я даже вот, ну, разочаровалась. Я попробовала и думаю, да зачем это вообще сделали? Ну, я нанесла на блотер, нанесла на себя. И через какое-то время все-таки разница есть. Разница в том, что Illicit Green — это более фруктовый аромат. Там кофе, вот это вот кофе такое, оно немного сливочное, ванильный кофе, сладкий. И этот кофе, он через какое-то время уходит на задний план. И все-таки, да, звучит фруктово. Но если бы я не знала пирамиду, то я бы и не поняла, что это инжир в том понимании, в котором я привыкла, да, его. У меня еще есть Эдалт Скиллиан, там есть инжирное молочко, и вот у меня диптик. Только вот к этому инжиру я и привыкла. И вот я чего-то такого ждала. То есть, наверное, это более такое звучание нишевое инжира, к которому я лично привыкла. И, конечно, здесь совершенно по-другому. Какая-то фруктовая нота. Да, она есть. Груша. Груша звучит довольно ярко. Ну вот я не любитель груш, но меня груша в Black Opium'ах ни в одном не смущает. Поэтому я громче слышала именно эту грушу. Она утихла, и да, вот какая-то такая не очень опознаваемая нота. Ну, мы знаем, что это инжир, и думаем такие, да, это значит он и есть. В общем-то и все. Вот так вот. Потом в конце уже практически не слышен кофе почему-то, но где-то вот там где-то на заднем плане. Но практически его уже не чувствуется, да, такой фруктово-ванильный, бурбонская ваниль, пачулевый аромат остается с оттенками где-то далеко горьковатого кофе. Но хочу сказать, что в принципе аромат понятный, обоснованный, логичный на весну. То есть если осенью нам вышел Black Opium Extreme, он мне, кстати, понравился именно кофе. Там понравилось такой теплый, согревающий и более кофейный аромат. То есть там кофе у нас вышло на авансцену этого аромата. Здесь на авансцену выходят фрукты. Будем думать, что это инжир. Но инжир, знаете, сладкий, такой вот как будто бы такой засахаренный инжир. То есть это не плод, не свежий плод инжира, вот такой, который сочится, да, нет, это не об этом. Скорее всего, аромат хорош на весну. Я шла и думала, что если вот прям, да, то, что я себе нарисовала в воображении будет, я это куплю. Но
к сожалению, наверное, или к радости, да, я куплю что-нибудь другое, аромат оказался другим. Ну, не тем, что я просто ожидала. Поэтому скажу вам так. Если вы любите Black Opium, вам нравятся все версии, то, скорее всего, эта версия вам тоже... Ну, вам не сможет она не понравиться по звучанию. Вам может не понравиться, что она очень похожа. Да, она очень похожа на Black Opium. Но это фланкер, в конце концов. Я ожидала вот чего-то вообще фантастического, что это будет прям другой какой-то аромат. До сих пор себе представляю, как он должен был звучать. Но вот так вот. Поэтому, если вы любите Black Opium, скорее всего, он вас не разочарует. И если вы не любите Black Opium и думали, что вот, возможно, эта версия там с зеленцой, с таким инжиром сочным, да, нишево звучащим, нет, скорее всего, вам точно так же он и не зайдет. Пока я его не планирую покупать, но что будет дальше, кто знает. И я вам расскажу еще про один аромат от Yves Saint Laurent, которого, к сожалению, в России нет нигде в офлайн магазинах. Я его никогда не пробовала. Есть в интернет-магазинах, например, он точно есть в Рандеву. И я, когда с ним познакомилась здесь, в Испании, в Сефоре, мысли примерно в моей голове такие вот проносились. Почему этого аромата нет в России? Я думала, что это какая-то снятость, когда встречала его в интернет-магазинах. Потом мне пронеслось в голове, что-то он мне напоминает. Потом тут же пронеслось, это же Герлен, Елисейские поля. Вот у меня есть Герлен. И вы знаете, правда, ароматы пересекаются. Но я не буду говорить, что они пересекаются тем, что они как-то там ретро звучат. Я вообще не очень понимаю, что значит ретро. Они пересекаются, во-первых, обширной пирамидой, и там очень много цветов. Сейчас я вам зачитаю пирамиду Yves Saint Laurent Paris. Верхние ноты: роза, мимоза, гиацинт, герань, зеленые ноты, настурция, цветок апельсина, боярышник, почки черной смородины, бергамот. Средние ноты: роза, фиалка, лилия, цветок липы, иланг-иланг, ландыш, жасмин, корень ириса. И базовые ноты: ирис, мускус, гелиотроп, сандал, дубовый мох, амбра, кедр. И вы знаете, это потрясающий аромат. Потрясающий, вот да, он из той же, так скажем, школы, что и Елисейские поля. Ну, наверное, да, наверное, это все-таки называется старая школа, чего уж тут таить, 1983 год выпуска. Поэтому можно сказать. И ароматы очень похожи. Их объединяет на самом деле это такая маслянистая нота. Я больше, наверное, ни в одном парфюме ее не встречала, только в Елисейских полях и вот в Yves Saint Laurent Paris. Если вы любите Елисейские поля, и вам хотелось бы какую-то похожую интерпретацию Елисейских полей, немножко более чувственную, немножко более женственную, с такой базой, где есть дубовый мох, то Yves Saint Laurent Paris, скорее всего, вам понравится. Мне очень нравится этот аромат. Он еще и запудривается уже ближе к базе. Он такой еще немного пудровый. То есть я не отнесу его прям к 100% пудровому аромату, но вот эта запудренность в конце есть. И это немножко мне напоминает моего любимого Герлен, дом Герлен. Я это не могла пропустить, и я не понимаю, почему этого аромата нет у нас нигде в офлайн-магазинах в России. Мне непонятно. Стоит себе здесь спокойненько, ждет своих покупателей. Дальше тоже расскажу про аромат, который мне очень понравился. Я видела его тоже в интернет-магазинах в России.
но не могла потестить. От Левантов не продается на него. И когда я здесь его увидела, я очень обрадовалась. Это аромат Petit и Мамо от Булгари. Здесь в верхних нотах розовое дерево, сицилийский апельсин, бергамот, в средних нотах ромашка, подсолнечник, роза и базовые ноты, пудровые ноты, ваниль, ирис и белый персик. Белый персик. Только сейчас заметила эту странность. Белый персик. Друзья, аромат пудровый, аромат про уход. И его особенность это, как вы, наверное, поняли из названия, это аромат называется «Дети и мамы». То есть он как будто бы создан специально для вот мам с ребенком. Но есть две версии. Есть версия бесспиртовая этого аромата и есть туалетная вода. Бесспиртовую версию я не пробовала, я про нее ничего не знаю. Туалетная вода. Суперский, пудровый, уходовый аромат. Он такой, он домашний. Вот про него очень много отзывов, что это такой домашний парфюм. У кого-то он ассоциируется с ароматом присыпки детской. У меня, если честно, таких прямых ассоциаций нет. Но вот когда об этом знаешь, то да, это здесь находишь. Салфетки Johnson's Baby, крем Nivea, вот правда есть это все в нем, но при этом есть пудровость. Нежный, успокаивающий, ромашку вот прям отдельно я ее не чувствую здесь. Здесь чувствуется цветочность, чувствуется пудровость. В аромате есть возможность дышать, потому что, наверное, цитрус есть. Если бы я не знала название, то я бы вообще никак не соотнесла с этими всякими присыпками, потому что у меня есть аромат, я о нем уже рассказывала, это Essential Parfums, и аромат называется The Mask. Это у меня была распаковка ароматов вслепую на Новый год, где-нибудь здесь присоединю. Очень похож, но разница в том, что вот в Essential Parfums The Mask есть имбирь в верхних нотах. Причем имбирь очень натурально звучащий. Звучащий? Звучащий, да, правильно я все сказала. Я специально тестировала имбирь, корень имбиря, и этот парфюм, правда, настолько натуралистичного звучания я, наверное, не встречала имбиря. И вот это меня немного смущает в этом парфюме, потому что на моей холодной коже верхняя нота звучит очень долго, и имбирь тоже очень долго звучит, заглушая все остальное. А в этом парфюме вот сразу же та самая уходово-пудровая база, она вот тут же появляется. Особого такого раскрытия, изменения в парфюме нет. Сидит он близко к коже, но он стойкий, друзья. Он довольно стойкий. Я его нанесла вот сюда на руку себе, и я руки потом мыла, естественно. И он часа 2-3 держался, несмотря на то, что я за это время 2, наверное, раза точно помыла руки. То есть он довольно стойкий. Не будет от него, скорее всего, такого шлейфа, да, там на 2, там 3, 1,5 метра. Нет, скорее всего, именно близко к коже. Но вот при взмахе руки он ощущался. Мне очень понравился, и я вот о его покупке я еще в Питере думала, но я там изучала только отзывы и видела ноты. А вот здесь я прям задумалась, что мне он нравится. Как раз таки многим нравится эта бутылочка, она, знаете, такая похожа прям на детскую бутылочку. И там оформление, игрушки всякие, веселенькие такие цвета, желто-оранжево, зеленые. Вот меня-то как раз это и смущает, такая инфантильность. Прикольно, но не знаю, вот не могу пока определиться, как мне с этим будет жить. Но пудровые ароматы я обожаю, и он 100% про пудровые. Так, дальше давайте расскажу вам про аромат, который называется Good Girl Superstars от Каролина Эррера.
Сразу вам скажу, что вот этот флакон в форме туфельки, но это не сказать, что я прям обожаю, что вот мне этот дизайн очень близок и нравится. Ничего плохого не могу сказать, но вот прям, что дизайн это прям мое, но нет. Здесь в верхних нотах миндаль, кофе, бергамот, лимон, в средних тубероза, цветок апельсина, жасмин самба, корень ириса, болгарская роза, и в базовых нотах бабытонка, какао, корица, пралине, амбра, мускус, кашемировое дерево, ваниль, сандал, пачули, кедр. И вот знаете, когда я его попробовала, я такая думаю, боже мой, он мне что-то напоминает. И он мне напомнил сразу ирисиста, был от Живанши. Вот этим верхними нотами, да, первым стартом, он мне чем-то напомнил Black Opium, тут тоже кофе. Есть, есть еще аромат от Hugo Boss Alive. Я его тестировала на себе недавно. Его чем-то напомнил. То есть такой аромат, вот, который напоминает сразу что-то много всего люксового. И знаете, иногда такое бывает у ароматов в старте, у люксовых, но потом они как-то раскрываются индивидуально. У этого я ничего не почувствовала. Для меня это такой больше цветочно-мускусный аромат, хотя здесь очень много нот. Ну да, с оттенками, с гранями, чуть-чуть гурманики сладкой, чуть-чуть цитрусов сверху. Но совершенно меня вот он не зацепил. Не обижайтесь на меня, любители гюд-гелов Каролины Херрера, Херрера. Не обижайтесь, но вот бывает, да, такое, что что-то вот прям не твое, начиная от дизайна и заканчивая самой концепцией этих ароматов. Мне ни одна из этих туфелек не нравилась. И последний аромат, о котором хочу рассказать, это Dolce Gabbana Light Blue Forever. Я не очень люблю классическую версию Light Blue. Это цитрусово-древесный аромат, и он такой довольно холодный. Я его не люблю. Не просто не мой стиль, наверное. Здесь очень-очень громкие цитрусы, и они на мне, я говорю, цитрусы на холодной коже очень долго звучат и заглушая вообще все. И вот здесь тот случай, когда не чувствую, я на себе не чувствую, кроме цитрусов, часа 3-4 вообще ничего. Поэтому классическая версия Light Blue прям совсем была не моя история. Но я увидела Forever, потестила, и вот он мне прям намного больше нравится. Здесь белые цветы, и они хорошо ощущаются. А верхние цитрусы, они так по громкости убавлены. Сейчас я вам расскажу пирамиду именно вот Forever. Здесь в верхних нотах лимон, красный апельсин, зеленое яблоко. Яблоко здесь вот я прям отдельно как яблоко не чувствую. Оно придает немножко сладости, кстати, верхним нотам. Средние ноты цветок апельсина, белые цветы. И базовые ноты мускус, кедр, кашмиран. А в классике у нас в верхних нотах сицилийский лимон, яблоко, кедр, колокольчик. В средних бамбук, жасмин, белая роза. И в базовых кедр, мускус, амбра. Ну вот, да, вот версия Forever, она более цветочная. Даже я бы сказала конкретно, она белоцветочная. И вот это мне нравится намного больше. Есть какой-то такой оттенок. Ну, аромат как будто бы, кстати, кашмиран. Вот кашмиран я здесь хорошо чувствую. Кашмиран придает немножко аромату теплоты в базе. Делает его таким слегка шершавым. Если классика, она более сочная, то этот он более такой, ну, можно сказать, сухой, да, аромат. Кашмиран мне здесь очень нравится, прям мне его и не хватало. Делитесь своими впечатлениями, пробовали ли вы новинку Opium, Black Opium или Seed Green.
как она вам, если не пробовали, ждете ли, чего вы, кстати, ожидаете вообще от этой новинки? А, Есть ли у вас такие ожидания, как у меня? Все, друзья, спасибо, что посмотрели это видео до конца. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всех целую, всем пока.